Здравствуйте! Это канал «Знания для жизни», и сегодня я расскажу вам о понятых. Каждый день мы слышим о том, что в рамках огромного количества политически мотивированных дел проводятся бесчисленные обыски у гражданских активистов и просто небезразличных людей. Бусики во дворах и иные прелести режима знакомы каждому из нас. И наверняка хотя бы раз вам предстоит оказаться в такой ситуации. К вам подойдут на улице или позвонят в двери квартиры и попросят пройти. Но не потому, что вы что-то нарушили, а потому, что нужны понятые. Эмоции того, кому это предложили, вполне понятны. Идти не хочется. Особого доверия к так называемым правоохранителям нет. Зато есть страх влипнуть в историю. Ну, или оказаться просто свидетелем какой-то неприятной сцены, после которой останутся плохие воспоминания. Так что же делать? Можно ли отказаться от роли понятого? А если согласиться, какие обязанности и права из этого возникают? Силовикам выгодно, чтобы принимали участие в следственных действиях те понятые, которых они сами приглашают. Поэтому, если вы окажетесь в ранге понятого при проведении следственного мероприятия, то вы можете помочь какому-либо человеку объективно зафиксировать то, что происходит на самом деле. Чтобы силовики не провели никаких противоправных действий, ничего не подбросили или не избили кого-то. Понятой – это человек, который не заинтересован в исходе дела. Их основная обязанность – присутствовать при оформлении процессуальных действий и своим присутствием подтверждать, что действия эти происходили по закону. Присутствие понятых обязательно далеко не всегда. По уголовным делам понятых привлекают к проведению следственных действий, которые связаны с личностью подозреваемого и имуществом, например, для обыска, выемки и тому подобного. Такие следственные действия нужны для поиска и фиксации доказательств преступления, а понятой подтверждает, что эти доказательства не были подброшены или фальсифицированы. Можете ли вы отказаться быть понятым? Да, можете. Предусмотрена ли ответственность за такой отказ? Нет. Но вы, участвуя в качестве понятого, можете помочь человеку защитить его права, не допустить злоупотреблений со стороны силовиков. Что должны знать понятые? Понятые не юристы, а случайные люди. Знать, в какой последовательности и что именно нужно сделать, они не могут. До начала проведения обыска вам должны разъяснить ваши права и обязанности. Выступая в качестве понятого, вы имеете право. Первое. Знать, в проведении какого следственного действия вы участвуете, кто руководит и кто задействован в его производстве. Здесь все вроде бы просто и понятно, но, как показывает практика, лицо, у которого проводится обыск, чаще всего находится в очень стрессовой ситуации и даже такие моменты не запоминает. Для того, чтобы потом человеку было легче изложить своему защитнику все обстоятельства, отнеситесь внимательно к этому пункту, запомните или запишите эти данные. Второе. Делать по поводу следственного действия заявление и замечание, подлежащие занесению в протокол. При проведении обыска все лица, которые участвуют в нем, должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Вы должны видеть действия каждого из силовиков. Какой шкаф или полку открывают, какие вещи достают. Каждая из вещей, которые берут в руки силовики, должна вам демонстрироваться. Иногда, ссылаясь на то, что будет быстрее, если все разделятся, силовики расходятся по разным комнатам квартиры или дома и начинают осматривать части помещения параллельно. Такое поведение не является допустимым. Вы должны сказать о том, что вы возражаете против этого. И если такого рода действия продолжаются, при подписании протокола вам необходимо отразить это обстоятельство в графе «Замечания». Третье. Знакомиться с протоколом следственного действия, в котором вы участвовали. Вы должны внимательно прочитать каждую строчку протокола, который вам дали. Вы не ограничены во времени изучения данного протокола. Не обращайте внимания, если вас кто-то подгоняет. Если вам что-то непонятно, вы что-то не можете прочитать, вы должны об этом говорить. Четвертое. Подписывайте протокол следственного действия лишь в той части, которая отражает воспринятые вами лично обстоятельства. Это наиболее важный пункт. Все ваши замечания по поводу того, что имеются несоответствия между тем, что происходило, и тем, что записано в протоколе, должны быть изложены письменно. Если в протоколе вы не можете прочитать какую-то строчку, так и пишите об этом в графе «Замечания». Например, в графе 2 написаны слова, которые я не смог прочесть. Если лица, проводящие обыск, уходили из помещения, где вы находились во время обыска, указывайте это. Если вы лично не видели, как сотрудники обнаружили тот либо иной предмет, пишите об этом. Если в вашем присутствии кому-то из участников поступали угрозы, вы также должны это отразить. Вы не ограничены в объеме излагаемых замечаний. Если вам не хватило места в отведенной графе, то вам должны предоставить дополнительные листы для того, чтобы вы могли продолжить их писать.
Только после того, как вы все изложите, вы должны поставить подпись в протоколе следственного действия. Если вам нужна юридическая помощь, заполняйте заявку, которая прикреплена в описании. Если у вас появляются тоже свои вопросы юридические, обязательно пишите их в комментариях. На самые популярные мы найдем ответы. Берегите себя. Пока.